12 июля 2020 года. Глобальной версии Mi Band F5 пока нет. И это значит, что ваш китайский браслет, если вы его купите, будет полностью на английском. Версии с NFC нельзя платить в России и не скоро будет можно. В ней есть голосовой помощник, но тоже на китайском. Браслет стал больше, удобнее и умнее. Но пока потерял в автономности и живет в среднем 10 суток. Зарядка от Mi Band 4 к Mi Band 5 и наоборот не подходит. Экран увеличили, GPS так и не появился. И чтобы рассказать вам обо всем, что есть внутри, я покажу, как его поэтапно настроить. Tube 559, всем привет, вы на канале Польза.нет, здесь ценят ваше время, у меня только быстрые обзоры без мата и ужимок. Подписывайтесь с лайком. И участвуйте в розыгрышах, выиграть можно 5 Mi Band 5 серии раз в месяц и ушки Liberty Air 2 сейчас. Все условия в описании к видео. А сегодня я расскажу вам о полной настройке фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. Купили браслет, лучше в Китае, так дешевле. Когда появится глобалка, ваш китайский браслет с новой прошивкой, как всегда, получит русский язык. Может быть, как раз когда до вас дойдет. Маловероятно, что это не произойдет. Достали все. Браслет, кабель зарядки и инструкцию. Браслет зарядили, если он разряжен, лучше полностью до 100%. Отложили браслет, достали телефон, включили Bluetooth, скачали программу Mi Fit, дали ей все разрешения, вбили все данные о себе, и это важно, дать реальные данные, чтобы аналитика вашей активности и сна была корректной. Выбрали поиск браслета, программа нашла браслет, вы нажали на браслете галочку и разрешили сопряжение с данным девайсом. Далее ждете, пока программа установит последнюю версию прошивки. Пока ваш браслет к вам шел, при любом раскладе вышло свежее обновление. Вот оно и будет устанавливаться около 20 минут, так что не паникуйте. Теперь важное, вы заходите в программу, выбираете браслет, ищите пункт язык, благо программа полностью на русском языке, выбираете английский и все, браслетом можно пользоваться со знанием 35 английских слов. Теперь пора его настроить точечно, чтобы он не будил вас среди ночи своими срабатываниями или не нервировал бренчанием на совещаниях. По программе верхний пункт «Магазин». Выбираете Watch Face, устанавливаете двумя кликами, их здесь море. Далее разблокировка экрана. Хотите, чтобы ваш телефон был разблокирован браслетом при его приближении? Просто дайте все разрешения программе, войти в настройку на телефоне можно прямо через этот пункт. Следующий пункт – входящий вызов. Там необходимо будет просто тыкать туда, куда указывает программа. И через 20 секунд вы не только сможете видеть на браслете, кто вам звонит, но и сбрасывать вызов или включать для него беззвучный режим. Далее вкладка «События», в которую вы можете установить текстовую напоминалку на выбранный вами день и время. Следующая вкладка «Будильник», при том, что вы должны помнить, что устанавливать будильник можно только в телефоне. В NFC-версии можно еще голосом через голосового помощника прямо с браслета, но на данный момент только на китайском. Следующим пунктом идут уведомления, получать вы их можете от всего, от чего они вами же будут настроены. Обязательная вкладка «Напоминание о разминке». Выставляем, когда нам браслет будет напоминать, что мы мало двигаемся. Следующими идут напоминания о входящем СМС и уведомления о достижении дневной цели по шагам, если у вас такая есть. Желательно, чтобы была хотя бы 1010. Очередной пункт. Найти браслет. Если дома он затерялся, тыкаете, он начинает вибрировать. Микрофона, как и динамика, в браслете нет. Микрофон есть только в версии NFC браслета. Далее, относительно бесполезный режим обнаружения и сразу режим перманентного отслеживания пульса. Он просто необходим, чтобы пульсомер работал постоянно. Как вы понимаете, у Xiaomi прошивка как всегда недопилена, и пульс у неживых предметов браслет упорно считает. Ему плевать, какие вибрации считать, ведь не важно, что у всех яблочных и хуавеевских пульсомеров есть эта защита от проверки на вшивость, а Xiaomi слишком гордые, чтобы допилить ПО. Им проще через блогеров объяснять, что это нормально. Или просто у них нормальных программистов нет, хотя вряд ли. Далее, расположение браслета. Выбираете, на какой руке вы будете его носить, и это тоже важно. Следующая — активация по повороту запястья. Вы поворачиваете на себя экран, браслет активирует экран. Always on Display здесь, конечно же, нет. Также можно переключать чувствительность браслета к повороту. Далее, мониторинг пульса. Здесь нужно поставить считать все и всегда. И стресс пусть браслет тоже считает. Этой функции в четверке не было. Следующее, ночной режим. Это как браслет будет работать ночью. Далее поиск мелодии, какую мелодию будет использовать телефон при его поиске с вашего браслета, что, конечно же, браслет умеет тоже, и запуск программы в фоновом режиме. Важно это дело активировать, чтобы получать уведомления, звонки и смс с телефона на ваш браслет. Очередной пункт параметров ярлыков. Выбираете, что вы хотите видеть в меню ярлыков браслета по свайпу вправо. Далее настройки отображения, то, что будет в меню браслета. Можно менять местами и удалять то, что вам не нужно. Допустим, убрать оплату или добавить
добавить менструальный цикл. Следующий пункт – параметры тренировки. Те тренировки, которые вам не нужны, в меню вы можете скрыть. Далее мировые часы, и следующим идет вибрация. Силу вибрации здесь не поменять, что очень плохо. Но под каждое отдельное уведомление вы можете наиграть свою вибрацию, что довольно удобно. Потом идет настройка погоды, выбираете город и единицы измерения температуры. Следующее – лаборатория, там вы даете разрешение на управление камерой с телефона, притом с любого, неважно, Xiaomi это или Huawei. Такая вот Bluetooth кнопка на запястье получается. Далее, ограничение подключения, если ваш браслет украдут, больше ни к какому мифиту его будет не присоединить. Очередной пункт справа – реклама, что браслет умеет супер кратко. И проверка наличия обновлений, в него нужно тыкать почаще, хотя бы раз в месяц. Сразу, пока сон браслет считает из рук вон плохо, опять же по моему мнению, он практически не считает глубокий сон, хотя он есть, и умные часы подороже это дело считают. Пульс браслет считает нормально, но воздуха, повторяюсь, тоже. Криворукие Xiaomi. Носить его также удобно, вибра по моим ощущениям не изменилась, хотелось бы посильнее. И немного по браслету. Bluetooth 5 версии связь не теряет. Работает с iOS и Android. Внутри 6-осевой датчик, маломощный 3-осевой датчик ускорения, плюс 3-осный гироскоп. Датчик частоты сердечных сокращений, стандартный PPG функции инфракрасного обнаружения поддерживается только в версии NFC. Размер 47 мм на 18 мм на 12 мм. Экран на воду реагирует как на случайные касания. Это про вопрос, как браслет будет работать в душе. Встроенные кнопки быстрого доступа — это удобно. Это опять же с основного меню в браслете. Шаги измеряет по мне не точно. Рукой машем, шаги браслет считает. В четверке и пятерке погрешность шагомера, как всегда, около 5%. Дневной сон браслет считает. Ставить свое время и будильник с браслета нельзя. Камеру телефона не активировать, фотографировать с помощью кнопки можно только при активированной камере на самом телефоне. Уведомления приходят быстро, но до 500 символов. Вес 12,1 грамма, это с NFC модулем, 11,9 без NFC модуля. Я тестировал сейчас с NFC модулем. Влагозащита 5 атмосфер, плавать можно. И мало того, браслет считает грибки, что очень круто. Состав поликарбонат, ремешок приличный, силиконовый. Капсула не вылетает. Напоминаю, что носить его необходимо не рядом с вашей кистью на запястье, а чуть-чуть выше косточки, чтобы он правильно считал ваш пульс. Капсула не вылетает, зарядник супер удобный, магнитный. Экран AMOLED 1,1 дюйма, разрешение 126 на 294 точки. Защита 2,5D закаленное стекло. Яркости на солнце хватает с запасом. Емкость аккумулятора 125 мАч на 10 дней использования браслета хватает. В версии NFC есть микрофон и голосовой помощник. Китайский голосовой помощник. Экран сенсорный, понимает свайпы вверх-вниз, влево-вправо. Плюс касание. Кто не подписан, подписываемся. Раз в месяц за лайк, подписку и комментарий я разыгрываю 5 фитнес-браслетов Mi Band 5. Все условия в описании к видео. По менюхе браслета не тормозит. Менять последовательность иконок я вам показал как через программу. На основном экране у меня заставка, потом общая информация. Следующий персональный психофизиологический индикатор активности. Далее замеры пульса. Давление браслет не считает. И это хорошо. Нам лишний обман не нужен. Потом центр сообщений, замер уровня стресса, медитация тренировкой дыхания, напоминания, погода на неделю и тренировки, которых здесь 11 видов в стоке. Данные GPS берутся с телефона. Во время бега экран гаснет и активируется также поворотом запястья. В дополнительных настройках режим ДНД, так называемый режим тишины, управление будильниками, которые вы устанавливаете в приложении, управление камерой, управление плеером, плей-пауза, перелистывание треков и увеличение и уменьшение громкости. Секундомер, конечно, без многозадачности, зашли, запустили и не выйти. Таймер, поиск телефона, режим тишины, Alipay, мировое время, настройка дисплея. Что вам необходимо, то и будет отображаться. Внутри настроек еще настройка. Здесь главная яркость. Ставьте на максимум, чтобы даже на солнце было видно. Блокировка экрана, настройка времени активности экрана до 10 секунд. Перезагрузка. Сброс к заводским и вся информация о браслете. Пока все. Пульс считает браслет хорошо. Сон пока плохо. На повороты запястья реагирует быстро. Экран достаточно яркий и сочный. Автономность 10 суток. Цена около $25 по ссылке в описании к видео. Бывает дешевле, но понятно, что с купоном и адекватным аккаунтом на Алиэкспрессе. Я заказал браслеты в 4 разных местах, прислал только этот продавец. Прямо дефицит получается. Но опять же, это только пока. Резюмирую. Своих денег браслет стоит, советую. Лучше по соотношению цена-качество универсальность браслетов в мире нет. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах, приходите на стримы по воскресеньям, отвечу на все ваши вопросы. Напишите, сделать ли для Mi Band 5
краш-тест. Девайс сюда или нет, пользы не даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.